Вот так приехала в центр города, а здесь пожар, очень сильный дым. В доме пожар напротив. Вот приехали пожарные машины и сейчас будут его тушить. А вот кто соскучился за жемчужиной Одессы, за оперным театром, вот так он сейчас выглядит издалека. А мы с вами прогуляемся дальше по этой замечательной улице. Всем привет из прекрасной летней Одессы. Меня зовут Виктория, и с вами канал На Позитиве. Мопед не остановился. Не очень спешат в Одессе пропускать пешеходов. Очень часто у нас на пешеходных пешеходов сбивают, поэтому, переходя дорогу, несмотря даже какой свет на светофоре горит, то все равно нужно быть очень внимательными. Немножко Италии в Одессе. Посмотрите, какие красивые кафе в центре города у нас есть. Кто приезжает в город, обязательно нужно попробовать настоящую одесскую кухню, потому что она уникальна и единственна в своем роде. Вообще одесская кухня – это симбиоз нескольких кухонь: еврейской, в первую очередь украинской, болгарской, молдавской и греческой. Такого нету больше нигде в Европе, но в Одессе это есть. И сейчас я вам покажу самый длинный балкон во всей Европе. Ну так утверждают. Вот этот дом, в котором самый длинный балкон во всей Европе. И сейчас я его вам покажу. Обратите внимание на третий этаж этого дома. И вот один балкон, который тянется по всему дому с одной улицы, с улицы Греческой, и переходит аж в улицу Екатерининскую. Вот сюда, посмотрите, он просто расположен по всему дому. Хотелось бы как-то получше его захватить, но не получается. Видите, вот третий этаж. И это все один балкон. С уверенностью можно сказать, что Одесса умеет удивить. Этому дому уже больше 119 лет, и он был построен по заказу богатого одесского домовладельца, и первыми жителями здесь была городская интеллигенция, это врачи и судьи. Это Хинкали бар, и мне очень нравится, как здесь написано: маленький, но гордый Хинкали бар. Везде в нашем городе чувствуется, что у жителей хорошее чувство юмора. По обстановке в Одессе у нас очень жарко и ветрено, но на завтра снова передают штормовое предупреждение. Дождики у нас практически каждый вечер. И из-за того, что погода достаточно переменчива, мы никак не можем попасть на пляж. Потому что когда у нас есть время, то облачно или ветрено. Вот так вот. Но надеемся, все-таки скоро покажем вам, как одесситы купаются и загорают на пляжах города. Ну а по воздушным тревогам все стабильно. У нас сегодня была воздушная тревога, на город летела ракета, но, к счастью, она никуда не прилетела, и все живы, целы и здоровы. Надеемся, так и будет. На видео, наверное, не видно, но сейчас достаточно сильный ветер. Просто идешь, и на стабилизаторе сносит телефон. Многие жители города заметили, что город опустел, и стало меньше людей и меньше автомобилей. Да, это действительно так. В последнее время автомобилей на дорогах стало меньше. И это связано и с отключением света, и с тем, что в городе опасно.
потому что многие все-таки решаются и уезжают за границу или в более безопасные места в Украине. Нам многие зрители пишут: прогуляйтесь по центру города, покажите нам центр своего прекрасного города. Вот сегодня мы с вами как раз и прогуляемся по одной из самых старых и самых прекрасных улиц Одессы. Это улица Ришельевская. Да-да-да, улица с именем того самого Герцога де Ришелье. Не знаю, как сейчас, а раньше, если приезжали вечером посидеть в ресторане на Ришельевской, то можно было полюбоваться красотой автомобилей, которые здесь проезжают. И можно было почувствовать, что ты находишься где-то в Монако, потому что такое количество большое красивых автомобилей не встретить больше на других улицах города, только в центре города. На улице Ришельевской большое количество модных бутиков, магазинов с дорогой брендовой одеждой и магазинов с аксессуарами. Сейчас мы в один магазин с аксессуарами зайдем, посмотрим, что здесь сейчас продают. У меня сегодня как раз такое настроение посмотреть что-то для себя красивое и интересное. Это прям маленькие рапанчики, символ Черного моря. Можно с ними даже купить украшения. Даже морские звезды есть. Здесь можно посмотреть на интересные аксессуары. Смотрите, какие сумочки. Такое вы не везде найдете. 2000 гривен стоит. И вот такие веселенькие. Как раз сейчас сезон ночных клубов. Можно покупать и ходить. Когда Ришельевская только расстраивалась, она была названа Театральной улицей. Именно потому, что Ришелье здесь открыл первый театр в городе. Но позже ее переименовали в Ришельевскую именно из-за того, что на ней располагался дом герцога де Ришелье. Я сейчас уже прислушиваюсь, и что-то мне кажется, что сейчас воздушная тревога. Уведомления я не получала, значит, мне кажется. Когда все время слышишь сигнал воздушной тревоги, то постоянно потом он у тебя просто остается гудеть в голове, и тебе кажется, что воздушная тревога все время. Но поскольку высокая ракетная опасность, то, конечно, это страшно. Архитектура Одессы не оставляет равнодушным абсолютно никого. Ни туристов, ни жителей города. Посмотрите, какая красивая дверь. Украшена различными символами. И все они что-то обозначают. А это дом Бабеля. Где не гуляешь в центре города, везде встречаешь памятники архитектуры. Эти памятники архитектуры можно рассматривать просто бесконечно, потому что они невероятно красивые. И хочется, чтобы побольше их реставрировали, потому что в Одессе еще много-много красивых домов, которые нуждаются в ремонте. Ну и Бабель Гарденс. Здесь можно пообедать, поужинать. И вот можно посмотреть, что сегодня здесь предлагают. Салат с прошутто 360 гривен. Кальмар-гриль 293 гривны. Ну, в принципе, все вы можете увидеть. В Европе очень популярны электросамокаты. У нас последние годы тоже, но, к сожалению, наши дороги и тротуары для них не приспособлены и очень часто сбивают людей. И люди сильно травмируются. Все время на это делаю акцент, потому что нужно за этим следить. Одесса известна не только красотой архитектуры, но и платанами.
И вот именно улица Ришельевская – это улица, которая плотно засажена этими прекрасными деревьями. Ришельевской является платановая аллея, которая была высажена еще больше 60 лет назад. И именно благодаря этим платанам улица превратилась просто в платановую аллею. И многие туристы часто приезжают просто пройтись по Ришельевской и понаслаждаться этой красотой. В городе ремонт. Это хорошо, меняют трубы и подготавливают город к отопительному сезону. Красиво украшают витрины магазинов, действительно по-летнему. Ты идешь, смотришь и просто улыбаешься от того, насколько прекрасен твой город. Одесса – зеленый город, и в этом можно переубедиться, гуляя по улицам, потому что вот сейчас жара, и практически все время мне есть где спрятаться от палящего солнца. Для тех, кто радовался, что у нас в городе нету электроэнергии, пока можете не радоваться, она у нас уже есть. И свет начали выключать гораздо реже, чем несколько дней назад. Поэтому будем надеяться, что такая положительная динамика отключений электроэнергии сохранится на все лето и желательно зиму. Модный дом. Вот показываю вам улицу Ришельевскую с начала до конца, потому что еще немного, и я уже скоро дойду к самому привозу. Но надеюсь, это интересно, потому что благодаря современным технологиям вы можете прогуляться по Одессе благодаря нашим видео. Видите, у нас есть здания, которые подлежат ремонту и просто просятся, чтобы их отреставрировали. Ой, будем надеяться, что после войны за это возьмутся вплотную и будут делать наш город еще красивее. А здесь у нас строится новый дом, и для пешеходов сделали вот такой переход, чтобы никому ничего не свалилось на голову. Вот еще совсем немного, и мы с вами дойдем до привоза. Раньше казалось, что улица Ришельевская достаточно длинная, но сейчас я как-то так быстро ее прошла вместе с вами, что не заметила, как прошло это время. Посмотрите, действительно, эти платаны разрослись и превратили улицу в платановую аллею. Правильно и верно подмечено. Видите, вся улица в тени. Они полностью создали купол. И вот если обернуться назад, то там также. Когда ты едешь за рулем, то это лучше видно. Но, к сожалению, я сейчас иду пешком, поэтому не могу вам в целости это показать. Хорошо, когда дома отреставрированы и над головой ничего не свисают, потому что вот здесь рядом дом, который не отреставрирован. И посмотрите, в каком он плачевном состоянии. Можно идти и просто что-то свалится на голову. Хотя дом очень красивый. В Одессе есть недостатки, поэтому никто не говорит, что она идеальна. Но будем надеяться, со временем все изменится в лучшую сторону. Можем на себя посмотреть, увидим. Вот так вот можем. В Одессе любят золото и богатство. Смотрите, какой сильный ветер. Буквально сдувает камеру, сдувает с ног. Обещают грозу. Вот еще платаны.
Им уже достаточно много лет, и хочется, чтобы все больше делали зеленых насаждений в городе, потому что это важно. Если эти деревья умрут, то замены им пока нету. Смотрите, какой большой широкий ствол у платана. Это моя рука. А вот какой он огромный. Сложно как. Ветер струсил все желтые листья. Я иду, и такое ощущение, что сейчас конец сентября. А этого бы очень не хотілося. A jeszcze chcemy przekazać bardzo cieplutkie pozdrowienia do naszych widzów z Polski. Dziękujemy serdecznie, że jesteście z nami i pozdrowienia dla wszystkich z Одессы. Kochamy Was и бузячки. Ну что, наши дорогие, надеюсь, вам понравилась прогулка по аллее Платана в Одессе, по улице Ришельевской. Спасибо, что остаетесь с нами. Солнечного дня для вас всех и прекрасного тихого вечера. Мы вас целуем, любим и обнимаем. И до встречи в следующем видео.